Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный и легкий во всех смыслах торт яблоко. Яблочно-лимонное компоте на воздушном корже прекрасно сочетается с нежным муссом на рикотте. Этот торт покоряет своей кислинкой и тающими текстурами. Калорийность у торта неприлично низкая, а готовится он очень легко. Для коржа нам понадобится 75 грамм яблочного пюре. Можно использовать покупное детское пюре. Добавляем 10 грамм сока лимона, 30 грамм цельнозерновой муки, у меня это мука зеленой гречки, подсластитель и 2 грамма разрыхлителя. Если любите яркую горчинку, можно добавить цедру половины лимона. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. В отдельной емкости соединяем яйцо и немного ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент помогает сохранить пышность яйца, если вы взбиваете его без сахара. В данном рецепте можно обойтись без камеди или заменить ее на 20 грамм эритрита или натурального сиропа без сахара. Взбиваем яйцо на средней скорости миксера до получения светлой, однородной, пышной массы. Частями вмешиваем взбитое яйцо в тесто. И аккуратными движениями лопатки снизу вверх перемешиваем до однородности. Получается вот такое воздушное тесто. Для выпечки я буду использовать кольцо диаметром 16 см с дном из фольги. Внутри лежит круг пекарской бумаги. Форму подготовьте заранее, это тесто хочет поскорее попасть в духовку. Выравниваем и отправляем выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 17 минут. Для яблочного компоте нам понадобится 2 крупных яблока. Очень важно, чтобы яблоки были вкусные, от этого зависит вкус десерта. Очищаем яблоки от шкурок и нарезаем маленькими кубиками примерно по полсантиметра. В нарезанном виде получается 240 грамм яблок. Перекладываем их в сотейник. Добавляем 30 грамм лимонного сока. Очень классно и более экзотично эта начинка заиграет с соком лайма, а также здесь прекрасно подойдут апельсин или даже грейпфрут. Если попробуете, напишите мне в комментариях, как вам такое сочетание. Сюда же добавляем цедру половины лимона или того цитрусового, который вы выбрали. Подсластитель по вкусу. Если у вас лимон, так же как у меня, то подсластителя понадобится достаточно много. Перемешиваем все ингредиенты. Эту начинку можно сварить и вовсе без загустителя. Можно добавить ту же камедь или пектин. А я добавлю буквально полграмма агар-агара. Насыпаю его в выделившийся сок, чтобы агар сразу растворился в жидкости и не остался комком. Такое количество агар-агара не сделает начинку слишком плотной, но поможет компоте не разваливаться в торте. Увариваю начинку до размягчения кусочков. Готовность коржа проверяем зубочисткой. Даем коржу остыть. Снимаем фольгу, круг пекарской бумаги. Проходимся ножом по краю формы, чтобы вынуть корж. Обрезаем корж так, чтобы он был по диаметру на пару сантиметров меньше формы. Из обрезков можно сделать кейк-попсы, в этом видео я покажу как. Для сборки торта нужна ровная, не гнущаяся подложка или доска. Кольцо диаметром 16 см. Оборачиваем кольцо пищевой пленкой и тщательно прижимаем бока. Это будет дно. Выкладываем корж. Чуть не забыла ацетатную ленту, с ней, конечно, будет легче вынимать торт. Корж сам по себе довольно мягкий, но пропитка ему не помешает. Я использую воду с сиропом цикория в равных пропорциях, суммарно 20 грамм. Выкладываем начинку на корж и распределяем ровным слоем. Основа готова, оставляем ее в холодильнике. А пока приготовим мусс на основе рикотты. Нам понадобится 54 грамма холодной воды и 9 грамм желатина. Перемешиваем и оставляем набухать по инструкции. Через указанное время нагреваем желатин до растворения любым удобным способом,
но не доводя до кипения. Также нам понадобится 400 грамм рикотты комнатной температуры. Если у вас рикотта с комочками, как у меня, значит нам понадобится блендер. Добавляем 240 грамм мягкого творога, подсластитель по вкусу и натуральный экстракт ванили. Все ингредиенты объединяем блендером. Доводим массу до однородности, вливаем желатин и еще раз перемешиваем блендером. Должна получиться гладкая однородная масса. Перекладываем ее в кондитерский мешок, заворачиваем и выкладываем в торт, пока мусс еще жидковат. Здесь можно обойтись и без кондитерского мешка, но с его помощью очень удобно заполнить промежуток между коржом и формой, при этом не оставив пузырей. Если вы хотите приготовить кейк-попсы для декора, то сохраните буквально 30 грамм крема. Немного потрясем форму, держа за подложку, чтобы выровнять поверхность. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 4 часа. Мне часто поступают запросы на рецепт кейк-попсов, поэтому я покажу, как легко их можно сделать из обрезков любого коржа. Измельчаем корж вилкой или блендером. Добавляем немного крема, размешиваем. Должна получиться масса, из которой легко сформировать шарики. У меня было 40 грамм коржа и 23 грамма крема понадобилось до нужной консистенции. Масса легко формируется и при этом не липнет к рукам. В данном случае в составе есть желатин, он еще немного уплотнит кейк-попсы в холодильнике, но можно использовать любой крем. Кейк-попсы, конечно, можно на палочке окунуть в глазурь. Я же для декора торта просто обваливаю их в кокосовой муке, чтобы получить белые бархатные конфетки с лимонно-яблочным вкусом. Когда торт полностью стабилизировался, убираем пищевую пленку. Нижнюю пищевую пленку, которая служила нам дном, тоже аккуратно снимаем и вынимаем из-под торта. При этом поднимать торт полностью не стоит, он очень нежный и может от этого деформироваться. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Декор у меня будет крайне простой. Немного зеленой глазури по центру. Это глазурь на желатине с добавлением чая матча для цвета. Небольшое зеленое яблоко. Мне кажется, на этом можно и остановиться, уже красиво. Но я немного дополню. Белые кейк-попсы и немного кедровых орешков. Вот такой яблочный торт получился. Очень простой и красивый. Давайте его разрежем. Тут никаких неожиданностей, простой, аккуратный разрез. Но какой у этого торта вкус! Мягкий, пропитанный корж с лимонными нотками. Компоте с ярким вкусом яблока и лимона взрывает все вкусовые рецепторы. А нежный ванильный слой с рикоттой просто прекрасно сочетается с остальными вкусами и смягчает их своей сливочной сладостью. Очень вкусно! В этом торте самое простое яблоко заиграло новыми красками. И покажу кейк-попсы в разрезе. Это просто мягкие конфетки с лимонным вкусом. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!